Итак, фильтрация. Значит, ввиду отсутствия фильтра, покупать за 1500 обычный с бумажный фильтр интексовский желания не было. А эти фильтры магистральные можно использовать и в дальнейшем для чего-то еще. Ну и двухступенчатые намного лучше. Размер их, конечно, недостаточный, но в целом для моего бассейна, вот это объем 350 литров, плюс-минус, в зависимости от того, как наберешь. Ну вот сейчас там около 360 литров. Этого достаточно. Как видно, вот 5-микронный фильтр уже забился всякой дрянью. Это хорошо. Вот сейчас и поставил еще один. Здесь угольная кассета. 200 рублей стоит. В принципе, недорого. Ресурс, естественно, сильно снизится. Но на месяц-полтора, ну, условно говоря, может быть, даже и на сезон летний хватит. Даже если не хватит, то пусть будет 2-3 штуки. Это недорого. Уголь, он от всякой живности, что сильно актуально. Здесь от грязи, здесь от живности. Что касается насоса. Насос тот, что был, Dжиликс обычный, не фекалийный, а с обычным водозабором. Мелкие частицы он пропускает грязи, но я сеткой обтянул его, чтобы не попадала туда крупная всякая грязь. Клапан во включенном состоянии. Всегда все на быстросъемниках, чтобы было автоматически, чтобы было быстро, возможность была быстро снимать. И шлангами соединено. Фильтрация выполнена двухступенчатая. Ну и дальше после фильтра идет солнечный коллектор, который подогревает отфильтрованный воздух. И после коллектора идет обратно в бассейн. Включение автоматическое. Там внизу розетка валяется. В розетку включен насос. И включается фильтрация и подогрев, соответственно, по датчику температуры. Здесь температура в коллекторе измеряется 3 датчиками. На воздушной магистрали и на жидкостной. Всего 3 датчика, и по совокупности показаний он включается. Там при 40 градусах он включается, при 35 градусах он включается, при 30 отключается. Вентилятор по воздуху включается при избытке температуры, там на 45 настроен. Но это уже вопросы к коллектору. В общем, автоматика сделана так, чтобы Arduino отслеживает температуру, включается насос, и при солнечных днях, вот он у меня сегодня работает с 9 утра. Сегодня солнце, толком облаков нету. С 9 утра работает. Я еще добавил, там, пока купалась дочка, все много воды вылила в другое место. Ну и температуру можно следить. Вот здесь вот на 2 градуса больше, 31 градус. Правильное показание. 31 градус это на дне. Ну а если посмотреть на поверхности, то еще на пару градусов больше будет. Они даже столько же показывают. Это удивительно. Но в целом, да, циркуляция идет. Поток у него, конечно, у этого насоса очень большой, даже избыточный. То есть 15 литров в минуту он подает. Вот с такой вот скоростью. Вот. Для такого бассейна это, конечно, лишнего. К тому же и 400 ватт насос. Обычные насосы потребляют для бассейнов там циркуляционники 50-60 ватт. В принципе, такого было бы и достаточно, если бы здесь был где-нибудь клапан для подключения шлангов. А их здесь нет. Так что циркуляционник не подключить, приходится воду забирать отсюда непосредственно. Неудобно, конечно, но все лучше, чем ничего. Здесь пока вода сутки стоит, о цветении пока и о результатах, об эффективности фильтров сказать ничего не могу, но в любом случае нужно лить пергидроль, заливать, и пускай вода стоит. Вот такая система фильтрации и подогрева, условно говоря, на коленке. Конечно, с автоматикой мне пришлось повозиться, но это можно сделать и попроще. Включать вручную, там, когда надо, на пару часов в день. Поэтому, в принципе, ничего сложного. Самое главное — это фильтр. Вот такой вот фильтр можно использовать при любой конструкции, кстати. И получилось очень даже неплохо. Интересно, конечно, посмотреть, как будет без перекиси, насколько быстро будет свести, как будет показывать себя угольный фильтр. Но люди даже ставят обычные грязевики, вот слева, как слева стоит.
5 микрон, можно 1 микрон взять, и уже намного лучше становится. Посмотрим, как это себя проявит. Ну, а дальше я уже сниму видео по результатам, после того, как получу некоторые данные.